Всем привет! Сегодня продолжаю а, свой сериал по созданию костюма а, на этого азиатского парнишку. И сегодня я уже перехожу к созданию верхней части одежды. В сегодняшней серии я хочу сделать ему водолазку. Пока еще не очень хорошо понимаю, что у меня будет в целом сверху. Ну, есть какие-то идеи, но не то чтобы прям они законченные. Но то, что ему нужна водолазка, это точно. Либо водолазка, либо лонгслив. То есть не знаю, буду я ему горло это приделывать или нет. Может быть, да, может быть, нет. Но то, что она ему точно нужна, это я убеждена. Так, хочу еще сделать эту водолазку с рукавом типа реглан. Такая, знаете, спортивная модель. Так, что такое реглан, я потом покажу, кто не в курсе. Я еще раз повторяю, кто меня не знает, что я не профессиональный конструктор одежды, и шить я умею на очень любительском уровне, но знаю базовое построение выкроек. Ну, в смысле, как это должно примерно выглядеть. Я не знаю систем построения выкроек, я просто примерно знаю, как это должно выглядеть, и пользуюсь этими знаниями для создания своих моделей. Поскольку я не собираюсь это пускать в реальное производство, мне просто интересно делать именно 3D-модели, но при этом, чтобы они более-менее аккуратно сидели, я все-таки стараюсь как-то свои выкройки подогнать. Так, поехали. Начну я с передней части. Да, и надо для нее выбрать новый материал. Я, наверное, сделаю так, гляну, что у нас, из чего у нас водолазка-то. Не, ну точно не этот материал. Так, давайте сделаем копию. И я не помню, как называется эта ткань. Ну, что-то там лосиновое. Давайте глянем, что у нас есть в материалах. И это должно быть, по-моему, это какая-то вязаная ткань, трикотаж типа. И нужно понять, что тут есть. Вот это похоже на то, что мне надо. Так, сеточка мне точно не надо. Давайте я попробую. И чтобы у нас сильно по цвету не отличалось, надо сделать это. Это не окончательный цвет, это просто цвет, в котором я сейчас работаю, чтобы мне смотреть на... А что я, собственно говоря, выбрала такое? Что за ткань я такую выбрала? Она очень похожа на эту же. Так, давайте-ка полиэстер интерлок, да? Давайте я лучше заново ее создам. Я просто не назначила. Ага, вот теперь похоже. Даже по фактуре. Мгм. Так, хорошо. Как всегда, назначаем квады. Я не люблю работать с большой сеткой, пусть будет 10, более мелкая. Что я хочу сделать? Давайте-ка я заморожу штаны, чтобы они не мешали, и скрою их вообще. Так, я хочу работать с симметричными деталями. А еще у меня есть такой бзик. Я люблю ровные числа. Извините, кому это не нравится, но у меня такой вот маленький заскок. Мне так удобнее с ними работать. Так, здесь мне 20 подходит пока что. Так, Alt-Y. Отлично. Да, кстати, тут у меня остались следы
моих... Ой-ой-ой. Экспериментов. Сейчас я их быстренько поубираю. Не обращайте внимания. Угу. Так, отлично. Для начала я, наверное, где-то пусть будет 7. Я, наверное, сделаю так. А может быть, даже 6. Да. Потом я делаю так. Потом вот эту точку мы опустим где-то сантиметра на 2. И нужно будет сделать вот здесь такую штуку. А здесь вот так. И, наверное, это надо поднять. Так. Угу. Что-то вроде того. Это раздвигаем на 2 сантиметра. И пытаемся все это приладить. Так, чтобы это никуда у нас не улетело, надо сделать горловину. Потому что пришивать я буду пока что без рукавов, и оно в районе горла нигде не пришьется. Так. Пять. Давай 10. Нет, пусть будет 5, она слишком маленькая. И склад. Так. Пусть будет пока 5. Шириной. Ой, высотой. И тут, ну, пусть будет 20. Хотя это много. Может быть 15.
но это, возможно, мало. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, э, мгм. Так, хорошо. Это пока заморозим. Попробуем пришить горловину. Ну, вроде бы да. Так, чтобы она у нас лучше разлеглась на этом всем. Так, можно выключить аккуратную симуляцию. Я, наверное, попробую сейчас сделать 150. О, вот она свободно уселась на шее. И потихоньку вернем назад. Мгм. Так, если она на 150, давай возьмем сюда 3 сантиметра. На 120. Ай-яй-яй. Ладно. Супер. Хорошо села. Так, теперь разберемся с этим. А, так, вот эту часть надо поднять где-то на 2 сантиметра. Так, почему горячий клавиш не срабатывает? Теперь сшиваем. Сшиваем свободным сшиванием. И вот так. Так, это я подморожу сейчас. Это усилить. И пробуем, что получилось. Мгм. Мне в целом нравится. Так, я хочу это сделать слоем ниже. -2. Ой, нам сейчас мешают штаны. Знаете, что надо сделать? Надо штаны. Так, примерно. Давайте замеряем. Диаметр руки.
О, у нас тут есть какие-то измерения. Так, 35. Окей. Хорошо. Делаем кусочек рукава. Так, 10 вклады. 35. Ну, давайте замерим. Так, кстати, это вот эта ткань. По длине нам не хватает. Ну или практически хватает. Буквально еще чуть-чуть надо. Так, 2,75. Многовато. 70. Маловато. Так, это будет сюда загибаться. Ладно, допустим. У нас еще на загибе здесь будет. Хорошо. Что у нас осталось? Так. Какой у нас длины? 18. 6,5. 13,80. Так. Начинается. Восемнадцать минус 13,8. 4,2. Давайте найдем примерно середину. Так, сплит пополам. И у нас небольшое смещение, по-моему, на 1 сантиметр. Сюда должно быть. Вот это у нас будет как бы это сказать, осевая линия. Так. Что у нас тут получилось? Так, Z. Я уже забыла, сколько это. 6,5. 13,9. 13,9. Так, 18 минус 13,9. Ага, 4,1. 4 сантиметра. Окей. Тогда делаем так. X примерно здесь. X. Примерно здесь. И здесь Q 2 сантиметра. X 19 примерно. Q 2 и 1. Так, окей.
Это у нас должно пришиваться сюда. Давай сразу пришьем. Так. Эту точку можно удалить. Хорошо. Так. Ну, это примерно тут сшивается. Пока так. Угу. Так, длина рукава. Хотя пока рано про это говорить. Значит, что у нас тут должно происходить? А, здесь должна быть следующая конструкция. Примерно это все должно выглядеть вот так. Так, смотрим, что происходит. Вот, здесь уже стало еще получше. Единственное, что мне кажется, вот эту часть надо поднять сантиметра на 2. Значит, мгм. Хорошо. Вот здесь можно сделать изгиб побольше. Ой, только интересно, что сейчас сделала? Я точку заблокировала. А как отблокировать? О, так. Блин. Что за раундер корнер? Окей, ладно. Угу. Да. Вот так бы мне хотелось сделать. Ух ты, а как ты так сделала? Ладно, с этим разберусь позже. Давай-ка я его просто...
Так, я тут точку заблокировала. Как мне её отблокировать? Мгм. Это не то. Rounded corner. М. Так, unlock all outlines. Ну-ка, получилось. Теперь что с этой точкой можно делать? Да почему она это? Что с этой точкой не так? Так, так, окей. А, так, что я хотела сделать? Я хотела вот здесь вот искривление по получше сделать. И, наверное, вот здесь, наверное, мне не надо очень прям сильно глубоко. Так, наверное, я хочу сделать его пониже, чтобы оно уж не было прям 25,8. А здесь у меня что? 26. С. Мгм. Q. В другую сторону. 25,8. Ну, ладно, давайте по-другому сделаем. Отлично. Все, с этой стороны, да. А с этой стороны 28,5. Но мне тут тоже нужно. Хотя
28 пусть будет. Так, окей. 28. С. Так, 28. Окей. Пробуем пришить. Эту линию можно удалить. Так, забыла уже горячие клавиши. И пробуем сшить. Супер. В целом мне натяжение нравится. И мне не нравится вот это. Ну да, у меня что-то еще неправильно. Этот. Угу. Теперь здесь. Так, я знаю, что сделать. Ну, что-то вроде того. Мгм. Давай-ка это сюда. О. Так, и теперь, в принципе, длина рукавов нормальная. Давайте делаем 20. Что еще могу сделать? Я могу пришить водолазку к нашему красавцу, чтобы он у меня никуда не улетал. Так, теперь, чтобы водолазка была водолазкой, нам нужно сделать такую штуку. Вроде как стянуть ее. Для этого давай сделаем сначала 90. Ну или давай сначала 95. 95.
И посмотрим, как она себя ведет. И надо уже ставить particle distance 5. И, наверное, всему 95. 95. И горлу тоже. Экс. Давайте натянем здесь. Пусть у нас внизу будет небольшая сборочка. И посмотрим, что у нас на рукавах происходит под мышками. Может быть, мне не нужно было делать вот здесь стягивание, типа по высоте. А здесь сделать 90. Да, хочу, чтобы были такие небольшие складки. Такие морщинки. Мгм. Так, пора уже кожу покрасить. Супер. Такие. Супер, супер, супер. Мне нравится, когда вот здесь вот такие штучки. Так, и не знаю, нужно ли нам делать здесь утолщение. Edge thickness. Ну, вообще, да, было бы неплохо. Потому что у нас типа здесь подворот. Что еще? Надо попробовать поискать еще какую-нибудь ткань в библиотеке. Может быть, там есть что-то более эластичное само по себе в настройках. Пресетом. Так. Мгм. Ну-ка, полиэстер поищем. И не очень плотно. Что у нас есть? Какой прикольный материал. Так, это что-то вязаное. Это я его использовала. Ладно, 150, 200. Это тканый. Это вязаный. 170 это уже... Не-не-не. Не то. Ну, попробуем. Кстати. Мгм. Почему такие острые складки? Наверное, из-за партико. Если на аккуратной симуляции.
Ам, так, знаете, что я думаю? Во-первых, возможно, вот это нужно уменьшить высоту на сантиметра 2. И у этого тоже. О, а как это у нас так получается? Ух ты ж! Ребята, это совсем не то. Это что-то такое не то получилось. Ага. Так, вот теперь мне здесь складки не нравятся. И, наверное, вот у этой штуки я бы еще на 2 сантиметра. О, теперь мне нравится. Так, и, наверное, рукава надо немного это поднять. Ну, типа, складки какие-то должны быть, но не настолько прям. Так, да. Теперь мне нравится, только что у нас под мышками происходит. Ой, то есть нужно стащить это еще. Так, у меня почему-то залипает ткань в этом, в чуваке, и надо ее туда вытащить. Так, давайте это стащим вниз и посмотрим. Ну, рукава у меня прям реально что-то длинные. Так, нам нужно складочки сделать на предплечьях, потому что в других местах они не особо-то и нужны. А на предплечьях они мне нравятся. Как-то более-менее живенько получается. Так, знаете что? Я сделаю. Мне не нравится вот этот рукав. Я лучше этот сдублирую. На нем уже есть складки. Они уже там, где надо. Все. Мне вполне себе это нравится. Так, это можно заморозить. А с горлом я сейчас немного поработаю. Так, 2. No. Знаете, что я сделаю? Я сейчас сделаю так. Pattern outline 5 сантиметров. Create internal line. Супер.
Теперь вот это вот. Есть у нас тут инструмент изгибания углов? Где-нибудь. Да, вот. Так. Так, у складочки у этой Full Rendering, Realistic, и я бы поставила 2. Смотрим. Ну все, мне уже нравится. Прям шикарно. Вот этот вот Fold, как его, Realistic Fold, то есть он делает тут... Сейчас покажу. В общем, смотрите. Когда мы ставим галочку Realistic Fold, он тут добавляет дополнительную топологию. Вот. И аккуратно, плавненько изгибает. В Chloe Marvelous такого нету. Вот это очень крутая фича. Так, ну что, можем это замораживать. Показать все. Так, да. Что я бы хотела сделать? Я бы хотела сейчас просимулировать штаны, потому что они должны быть сверху. Вот это у нас layer -1. А штанцы у нас должны быть сверху. Все, думаю, что отсимулировалось. Так, на сегодня я, наверное, эту серию заканчиваю. Встретимся в следующей серии. Да, кстати, после того, как она просимулировалась, слой можно убрать и посмотреть. Ага, еще чтобы маленькая хитрость. Я, наверное, вот этот вот пояс внутренний поставлю Set Sublime, чтобы уж наверняка ничего не выходило за этот пояс. Все, результат мне нравится. Это еще не все. Буду делать сверху еще какую-то штуку, какую-нибудь странную, чтобы сочеталась с этими штанами. Вот. Так, и на сегодня я, пожалуй, эту серию закончу. Всем спасибо за внимание. Рада видеть вас, подписчиков своего канала. Пишите комментарии, ставьте лайки, это меня очень сильно поддержит. Мой канал не очень давно начал вести какую-то такую деятельность, поэтому я буду рада любой вашей активности. Критике буду рада тоже. Всем спасибо, пока.